Так, всем здравствуйте. Сегодня хочу вам рассказать, как заходить на препараты, как преодолеть этот страх перед препаратами. В силу определенных знаний, там, где вы читали, что-то смотрели, у вас формируется, у многих из вас формируется страх перед препаратом. Зачастую это будет вот такой листок, да, с побочкой. То есть вы берете препараты, коробочку, которые вам нужно пить, которые вам выписали по рецепту, вы их купили. И вот вы приезжаете домой, берете эту коробку, достаете свои таблеточки. И в первую очередь многие из вас будут брать этот листик, оп, и начинать читать побочку. Я вот как-то в одном препарате даже видел, что препарат, который мне выписывали, был тоже предназначен для эпилепсиков. И вот у тебя еще больше страх, ё-моё, для эпилепсиков, это что-то, во-первых, это связано с головой, все, у тебя формируется страх. Человек так создан, у него есть такой момент, мозг человека всегда боится неизвестности, а если вы еще подкрепляете вот этими разными побочками, там, где пишется в этом препарате, да, в любом препарате. Но вам нужно понять одну вещь, что перед тем, как препарат внедряется в массовое, скажем, потребление, он проходит тестирование, верно? Верно. То есть ученые, определенная группа людей тестируют его тоже на определенной группе людей и смотрят, как этот препарат эффективен. И поэтому еще такой момент в побочке я где-то видел. Там даже описано, например, с 1000 человек, вот эта побочка на одного человека, там с 10 000 побочка там, ну, тоже на одного или на двух, там определенные побочки. Вот это вам надо понимать, что препарат, который вы купили по рецепту, он протестирован, а не просто его взяли и вам сделали, и вам вот всем людям, да, продают в аптеках. Следующий момент. У вас сформировался страх. Вы еще будете брать, понимаете, вот брать эту пластинку, например, с препаратом, выщелкивать эту таблеточку, у вас будет начинать повышаться тревога, то есть усиливаться страх, соответственно, будет у вас начинать повышаться тревога. И я помню, у меня такое было, я вот выщелкиваю этот препарат, достаю таблеточку, да, и стою вот так, ты как на качелях. Так, надо поделить. Лучше половинку, нет, целую я не буду. Я меньше, вот ты ее разламываешь. Потом пить, не пить, пить, не пить. Ой, а там же ж, ой, и для эпилепсиков, а вдруг мне еще хуже станет. И вот это, а вдруг, и ты этим самым усиливаешь себе страх. Потом даже можешь выпить и тут же подумать, что лучше побежать в уборную, в туалет там, например, да, заложить два пальца, и чтобы этот препарат назад вышел с тебя, потому что ты его выпил, а вдруг он тебе сделает хуже. И вот этим самым своим мышлением, вот этим тревожным, ты разгоняешь себе страх. Соответственно, выпиваешь этот препарат, у тебя еще больше усиливается страх. Соответственно, что? От тревоги пошли вот эти проявления, усиливаются. Там может быть что угодно, там распирание головы или туман в голове. Это тебя будут колотить, у тебя сердце будет выскакивать. И человек делает вывод, что этот препарат мне ухудшил состояние. Соответственно, что вы скажете своему ведущему специалисту, психотерапевту, который вам выписывает препарат, что этот препарат ухудшил мне состояние, и что как бы зачастую ваш специалист сделает вывод, что он вам там не подходит или надо корректировать дозу. Но вам нужно самим наблюдать за собой. Если у вас пошел страх, значит, вот это то, что вы считаете побочкой, это есть результат вашего страха. То есть это не препарат вам сделал, а это сделал вам ваш страх. То есть тревога. Тревога, значит, объясняю, как заходить на препараты. Да, чуть-чуть в сторону отойду. Забыл, сейчас скажу. Дело в том, что вот то, что я вам рассказываю, это все было со мной. Это все было со мной. Еще я помню, когда мне вот потом кутипин выписывали, я его пару раз пил. Я его выпивал, а у меня в голове еще больше тревога, то есть у тебя больше страх. И мозг
от более спокойного состояния переходит в фазу более тревожного, и у тебя голова, вот она буквально раскалывается. Но это так работает твой страх перед препаратом. Что надо делать? Нужно менять убеждение, что этот препарат, он тебе поможет. Так и говоришь себе. Этот препарат мне помогает, это классно и хорошо. Да, сразу у вас страх увеличится, но со временем, делая так постоянно, когда вы будете выпивать препарат, вы увидите, что мозг уже меньше начинает тревожиться. То есть у вас становится меньше страха перед этим препаратом. Ну и, конечно, вы наблюдаетесь у своего специалиста, психотерапевта, который вам выписывает препарат, потому что там разные вещи могут происходить. Вот. И чтобы он там вам смотрел, дозировку там, скажем так, корректировал и так далее. Но вот для вашего понимания анализируйте через себя и не путайте как бы побочку, что он вам сделал хуже, именно ошибаясь в том, что не препарат вам сделал хуже, а именно ваш страх сделал вот такие проявления, которые ухудшились, понимаете? Вот как оно работает. Ну все, спасибо за внимание. Если, да, вам нравится канал, ставьте лайки и пишите комментарии. Пишите комментарии, потому что лайки и комментарии – это двигатель прогресса в движении нашего канала. YouTube считывает популярность канала именно по просмотрам, лайкам и комментариям. Пишите свои комментарии. Все, до свидания.